После финала Боевого континента, что стало главными героями? Тансан и Сяово поднялись в Божественное Царство. Во второй части показали их семью в мире богов, а также их дочь Танутун. А что стало с остальными, например, с монстрами Шрека, родителями Тансана, учителями Академии и другими, кто еще жив ко времени событий Боевого континента 2? На самом деле, 10 тысяч лет – это очень большой срок. Обычные люди столько не живут. Даже титулованные не могут поддерживать свою жизнь столько времени. Вероятно, мастер на пике 99 ранга может прожить 1000 лет, но явно не 10 тысяч лет. Поэтому к моменту описанных во второй части событий, в живых остались лишь боги, то есть те, кто поднялся в Божественное Царство. И это относится ко всем монстрам Шрека. Как мы знаем, вся семерка монстров стали богами. Хотя в Боевом континенте 2 показали только Тансана и Сяово в Божественном Царстве, однако все прежние монстры Шрека тоже живы, и находятся они в Божественном Царстве. У каждого из них своя роль или должность в мире богов. Однако их дальнейшая жизнь совсем мало описывается в новелле, как и то, чем они сейчас занимаются. Все живы, да не все. Из них только Байчинся не достигла положения бога и умерла на континенте, из-за чего Махандзюнь сильно грустил. Однако это уже совершенно другая история. Если вам интересно узнать об этом подробно, напишите в комментариях, сделаю отдельное видео об этом. Вообще, новым богам обычно дается 100 лет жизни среди смертных. Тансан и Сяово могли бы остаться жить на континенте подольше. Однако из-за положения Тансана Асуры им пришлось подняться в Божественное Царство. Тансан теперь член Совета Богов и блюститель порядка в мире богов. Без него там просто не обойтись. Как остальные монстры Шрека стали богами? Оскар унаследовал положение бога еды, а Нин Ранрон стала богиней 9 цветов. Вероятно, они также проходили испытания. Однако в оригинальной книге это не описывается. Да и если рассказать о том, как каждый из семерки монстров Шрека проходит испытания и становится богом, это займет слишком много времени. Даймубай стал богом войны, а Джуджуцин богиней скорости. Интересно, что Даймубая покажут в конце второй части, но без особых подробностей. А в части «Легенда о Божественном Царстве» прежние монстры Шрека немного покажут себе, но особой роли в сюжете не сыграют. В Божественном Царстве к моменту третьей части ни у кого из них детей не будет, только родственники в обычном мире. И здесь становится очевидно, что автор Боевого континента больше внимания уделил Тансану, как главному герою, и его семье. В то время как монстры Шрека на самом деле являются второстепенными персонажами. Но потомки монстров Шрека живы и спустя 10 тысяч лет. Например, сам Хоихао, главный герой второй части, является потомком Даймубая. Также появится прямой потомок Махандзюня, Ма Сяотао, у которой дух Огненный Феникс. Получается, у монстров Шрека были дети, когда они все еще были на континенте, но поднявшись в Божественное Царство, зачать ребенка стало намного труднее. В целом, первое поколение 7 монстров Шрека можно считать самым сильным поколением, если сравнивать его со вторым или третьим поколением. Каждый достиг пика силы и нашел положение бога, соответствующее его собственным качествам. Даже легендарный Тансан унаследовал положение двух богов одновременно – Асуры и морского бога, чего никогда не было. Хотя первоначальные монстры Шрека – легенды, второе поколение также довольно интересные, все они талантливы и сильнее обычных мастеров. Но прежние монстры Шрека, конечно, выделяются. Чего стоит, например, Оскар с невероятным духом еды, или Нин Ранрон, лучшая в поддержке. После того, как все монстры стали богами, боевая мощь у всех была не одинаковая. За исключением Тансана, все остальные в основном являются богами второго уровня. Конечно, Тансан Асура на уровне бога-короля, и его боевая мощь несравнима с силой бога первого уровня, не говоря уже о боге второго класса. Однако мы знаем о невероятном навыке Оскара – копировать способности других. Став богом, при таких обстоятельствах Оскар смог скопировать силу бога Асуры Тансана. И одним махом стал вторым по силе среди 7 монстров Шрека. Он не мог скопировать 100% сил, однако благодаря крови Асуры и его способностей, он мог подняться на несколько уровней выше. Также Даймубай и Джуджуцин, благодаря слиянию духов, могут достичь уровень богов первого класса, после использования белого тигра пустоты. Но по сравнению с ним, Оскар должен иметь преимущество. Когда он скопировал способности Тансана, его боевая мощь была оценена на уровне бога первого класса, и его копирование не имело слишком много ограничений. Крови Тансана достаточно, чтобы Оскару в одиночку превзойти белого тигра пустоты, и это можно назвать самой сильной способностью среди остальных монстров Шрека. Во время просмотра Боевого континента 2 мы то и дело будем встречать потомков героев первой части, то ли монстров Шрека или учителей Академии, например, потомков Великого Мастера и других. В этом и есть своя изюминка. А в будущем нам немножко больше покажут прежних монстров Шрека, например, в части «Легенда о Божественном Царстве».
Спасибо большое за просмотр. Напишите в комментариях, кого из прежних персонажей вы хотели бы увидеть больше всего. Подписывайтесь на канал и всем пока.